Российская Федерация готова закончить войну в Украине и возобновить мирные переговоры. Однако на каких условиях? Про это ты узнаешь в моем видео. Не будем терять ни секунды. Погнали! Итак, недавно стало известно о том, что россияне хотят завершения войны, однако хотят этого на своих условиях. Также уровень поддержки действий российской армии остается высоким. Об этом сообщает крупнейший центр опросов на территории России Левада-центр. Там сообщают, что сейчас выросло количество сторонников переговоров с Украиной. И если бы Путин решил прекратить войну сейчас, то его бы поддержало большинство россиян, но, конечно же, без возврата тех территорий, которые были захваченными в ходе войны с Украиной. Тех, кто бы вернул Украине ее юридические земли, только треть из опрошенных. Левада-центр сообщает, что половина респондентов считает, что специальная военная операция на территории Украины принесла больше вреда из-за гибели людей, военных потерь и огромных трат из бюджета. А еще, согласно опросам, большая часть россиян не согласна идти до уступки Украине, а мирный план должен быть таким: обмен военнопленными, прекращение огня, Украина не вступает в НАТО и Украине не возвращают территории. О чем говорят результаты этого вопроса и следят ли за настроениями россиян в Кремле, об этом мы поговорим прямо сейчас. Понимаешь, организация Левада-центр — это довольно специфическая организация, и не всегда ее можно назвать независимой. Во многом на нее опирается русская оппозиция, которая не является голосом большинства русского населения. Однако опросы данной организации всегда интересны, и они говорят о возможных минимальных условиях России на мирных переговорах с Украиной. Ввиду того, что война в Украине затянулась, по разной линии фронта уже давно наблюдается усталость от войны, как у русских, так и у украинцев. Каждый пытается закончить войну поскорее, и потому все чаще говорят о прекращении войны. А это значит, что Левада-центр в целом дает объективные результаты в своих опросах, и русским властям придется на них опираться, чтобы заключить максимально выгодный мир, который устроит русское население. Конечно, ты меня можешь спросить, а почему я не учитываю интересы Украины и упускаю тот факт, что украинское государство может не прийти на мирные переговоры с Россией? И я тебе отвечу. Дело в том, что люди Украины, которые больше всего испытывают тяготы от этой войны, уже давно желают мира на любых условиях. И таких украинцев пусть и не абсолютное, но большинство. Потому что если ты находишься несколько лет под обстрелами, без четкой конкретной цели, при этом наблюдая за тем, как твоя жизнь от этого не улучшается, то можно спокойно позабыть и о границах 1991 года, и о вступлении в НАТО. Конечно, ты не услышишь об этом в различных соцсетях или опросах, которые происходят на территории Украины, но названные мною факты, не скроешь, они как пыль в наших глазах, неудобные и уж больно чешутся. Именно поэтому, если мирные переговоры между Россией и Украиной начнутся, то основные требования на них будет выдвигать именно российское государство. И потому в этом видео я говорю больше про русское население, чем украинское. Но все же, почему я считаю, что именно этот опрос от Левада-центр поможет спрогнозировать ход будущих мирных переговоров? И действительно ли власти России будут опираться на народное мнение? А дело в том, что у российского государства нет выбора, кроме как послушать свой народ. Как русские, так и украинцы прекрасно понимают, что война затянулась, и говорить о возможной капитуляции какой-то из сторон довольно-таки рано. Если речь зайдет о мирных переговорах, то именно опросы народного мнения и будут играть важную роль. Ведь если население России останется довольным, значит и политическая стабильность в России останется крепкой, что необходимо Путину. И сейчас я проведу на своем канале опрос, и хочу, чтобы каждый зритель ответил, стоит ли заключать России и Украине мирное соглашение в ближайшее время, и на каких условиях должно заключаться данное соглашение. Напиши свое мнение в комментариях, я обязательно его прочту. Ну а сейчас я расскажу тебе и о других возможных условиях России на мирных переговорах, потому что опрос от Левада-центр показывает лишь минимальные условия России на мирных переговорах. Российское государство неоднократно предпринимало попытки остановить войну в Украине. Их эффективность можно оценивать по-разному, да и это не является темой нашего ролика. Но самое интересное здесь то, что чем дольше происходила война в Украине, тем более строгие условия Россия выдвигала украинской стороне. Например, еще до начала войны в Украине главным условием России было выполнение Украиной Минских соглашений, главная суть которых заключалась в наделении Донецкой и Луганской областей Украины правом на автономию и отказ от Крымского полуострова со стороны Украины. После же начала полномасштабной войны в Украине, в ходе попытки мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году, российская делегация уже требовала от Украины отказ от Донецкой и Луганской областей, а также от Крымского полуострова. Потом, когда 11 ноября 2022
2022 года украинцам удалось отбить Херсон от России, им предложили мирные переговоры по плану Салливана, который подразумевал под собой прекращение огня между Россией и Украиной на текущей линии фронта. Об этом мирном плане говорили различные телеграм-каналы. Я не уверен, что он прям точно существовал, однако разговоров о нем было предостаточно. Ситуация же на данный момент такова, что несколько месяцев назад президент России Владимир Путин выдвинул Украине новые условия для мирных переговоров, по которым помимо Донбасса и Крыма, Украине необходимо отказаться также от всей Херсонской области и части Запорожской области по границам сентября 2022 года, когда проводился референдум о вхождении этих регионов в состав России. Мирный план Путина уже успели назвать в Украине ультиматумом, а все сказанное мною лишь подтверждает то, что российское государство прислушивается к мнению своего народа в вопросах мирных переговоров с Украиной. Не исключено, что именно выполнение Украиной мирного плана Путина станет в ближайшее время минимальным условием для восстановления мира. Тем более, что ситуация на фронте не улучшилась для Украины. Также важно помнить и то, что в связи с началом боевых действий в Курской области вопрос о мирных переговорах между Россией и Украиной заморожен, так как российское государство хочет вернуть полный контроль над Курской областью. Ввиду начала холодов, операция российских войск под Курском может затянуться на несколько месяцев. И я еще сделаю видео про ситуации под Курском. За это время ситуация на фронте может значительно измениться, а мирные переговоры, если и начнутся, то с новыми условиями. Также на возможность начала мирных переговоров влияют и выборы президентов США. Если новым президентом США станет Дональд Трамп, то мирные переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться в кратчайшие сроки. А если президентом США станет Камала Харрис, то война в Украине может даже обостриться, так как Камала Харрис будет продвигать интересы своих главных спонсоров, а именно различных оружейных компаний, которые сколотили на войне в Украине миллиарды долларов. В любом случае, мирные переговоры между Россией и Украиной вряд ли начнутся в ближайшее время, но их возможные условия для начала были сказаны в этом видео. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!